Привет, друзья! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. После выхода видео с приготовлением быстрых творожных пончиков от вас поступили комментарии с просьбой поделиться рецептом творожного кекса. И сегодня я с удовольствием это сделаю. А для любителей творожных блюд у меня на канале есть отдельный плейлист «Блюда из творога». Кому интересно, посмотрите. Ссылочку оставлю в описании под видео. Итак, приступим. В чашу миксера отправляем 200 граммов мягкого сливочного масла, 200 граммов творога любой жирности, у меня 9%, всыпаем 250 граммов сахара, добавляем 2 яйца и пакетик ванилина или ванильный сахар. Устанавливаем венчик и взбиваем на средних оборотах до получения однородной пышной массы. Тем временем подготовим сухую смесь. В чашу просеиваем 160 граммов муки, 160 граммов картофельного крахмала, пол чайной ложки соды и все смешиваем до однородности. Высыпаем сухие продукты в чашу миксера и с помощью силиконовой или деревянной лопатки соединяем продукты воедино. По желанию в тесто можно также добавить мак, кокосовую стружку, орехи, изюм, курагу, вяленую вишню или клюкву, свежие или замороженные фрукты и ягоды, а также цедру любых цитрусовых. В результате должно получиться довольно густое маслянистое тесто. Выпекать кекс будем вот в такой форме с отверстием посередине диаметром 23 сантиметра, которую я обильно смазала мягким сливочным маслом и присыпала мукой. Перекладываем тесто в форму и равномерно его распределяем. Если планируете печь кексы в маленьких силиконовых формочках, то в зависимости от их размера у вас получится 20-25 штук. Отправляем подготовленную форму с тестом в заранее разогретую до 170 градусов духовку и выпекаем на режиме вверх плюс низ без конвекции около 50 минут. В данном рецепте необходимо соблюдать одно условие. Во время выпечки нельзя открывать дверцу духовки. Готовность, как обычно, проверяем деревянной шпажкой. На выходе она должна быть сухой и без остатков теста. Даем кексу немного остыть прямо в форме, буквально минут 5-10, а затем достаем. Накрываем форму тарелкой или блюдом, на котором будем его подавать, переворачиваем и снимаем форму. Из хорошо смазанной, присыпанной мукой формы кекс легко извлекается. Вот такой золотистый и очень мягкий кекс получается. Его можно подавать к столу, традиционно присыпав сахарной пудрой или украсить на свое усмотрение. Мне захотелось покрыть кекс шоколадной глазурью, присыпать измельченными фисташками и оформить ягодами. У меня замороженные малина и голубика. Вот теперь наше угощение для самых любимых полностью готово. Кекс получается очень мягкий, легкий, пористый, при этом маслянистый и за счет крахмала рассыпчатый и незабитый. Творожный кекс по этому базовому рецепту легко готовится, всегда удачно получается и остается таким же свежим даже спустя неделю. Друзья, я рада была поделиться с вами рецептом этого чудесного угощения. А какие интересные рецепты творожного теста знаете вы? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом. А я традиционно желаю всем приятного аппетита. Если вам понравился этот рецепт, ставьте пальчик вверх. Я рада, что вы готовите вместе со мной, и оставляйте свои отзывы в комментариях. Если вы еще не подписаны на YouTube-канал Коллекция рецептов, непременно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Напомню, что на канале есть плейлист «Блюда из творога», а еще множество рецептов сладкой и несладкой выпечки. Все ссылки на экране и в описании. Впереди вас ждет много интересных и вкусных рецептов. С вами была Дина. До новых встреч!